Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Секреты Ютубера. Ну что ж, вот и новая версия видео, которой я хочу вас сегодня порадовать. По сути, о чем мы будем сегодня говорить? Поговорим мы с вами о главах на Ютубе. Естественно, я сегодня не открою вам ничего нового, может быть. Возможно, вы это все знали, но тем не менее, я хочу об этом вам поговорить и рассказать, для чего нужны главы, что это такое, как главы помогают вам оптимизировать ваше видео и продвигать его на YouTube. В общем, все такие вот вопросы мы затронем сегодня. И те, кто досмотрит видео до конца, но это те, кто не торопыги, естественно, как обычно здесь встречаются, они узнают, как это дело оптимизировать при помощи DaVinci Resolve и еще одного ресурса, интернет-ресурса, ссылку на который я оставлю в описании под видео, и который мы также рассмотрим под конец нашего сегодняшнего урока. Ну что ж, давайте приступим. А пока мы начинаем, естественно, сами знаете, лайк, подписка на канал, колокольчик, все дела. А мы начнем. Итак, первое. Что же это такое? YouTube главы это своеобразный инструмент, который позволяет разделить ваше видео на соответствующие части, главы. Ну, можно провести аналогию. Вот смотрите, все вы прекрасно знаете, что такое оглавление книги. Вот, обратите внимание на экран. То есть мы видим, допустим, содержание книги, да? Но нас интересует какой-то раздел или определенная какая-то глава. Вот как здесь, например, сказка такая-то. Мы видим страницу, сразу можем перелистать и, собственно говоря, добраться до этого содержания, до этой сказки, не перечитывая при этом всю книгу целиком. Мы сразу нашли, куда нам идти, перелистнули. Вот и YouTube-главы, по сути дела, такой же инструмент навигации в вашем видео. Если быть откровенным, то этот инструмент был и раньше в составе YouTube, но он был неофициально включен. Однако многие ютуберы, многие авторы самостоятельно вставляли в описание видео свои тайм-коды. Тайм-код, по сути дела, это такое же оглавление видео, как и оглавление содержания книги. И тогда алгоритмы YouTube позволяли разбить видео на вот эти вот главы. Но в последующем разработчики YouTube увидели, что функционал этот пользуется спросом, популярностью, но он неудобен в применении и зачастую не виден однозначно, поэтому включили его официально. И теперь при использовании тайм-кодов мы уже видим на нижнем ползунке разбиение вашего видео на главы, на элементы, собственно говоря, и мы можем сразу же перейти на ту или иную часть нашего видео, что, собственно говоря, намного удобнее. Причем мы видим сразу же не только видео представление этой главы, но и название, что упрощает навигацию, ориентирование. По сути, вот использование тайм-кодов, оно больше актуально для длинных видео, которые занимают определенное количество времени или
тематически разделены на соответствующие блоки. Как эта функция работает? Работает она очень просто. Пользователю необходимо вручную вставить описание тайм-кода. После этого алгоритмы YouTube автоматически разбивают все содержимое видео на соответствующие элементы, на соответствующие главы. Причем они отображаться будут уже не только вот внизу в виде эпизодов, в самом описании, не только в виде текстового тайм-кода, но и будут видны на самом видео, на нижнем его бегунке, визуально вот деля его на соответствующие главы. Причем это не только вот визуальные вот такой вот отрезки и графическое отображение, но и подписи описания к этим элементам, которые пользователь вручную прописал. Соответственно, кроме вот этого вот визуального восприятия, доступна также вот навигация по этим отдельным элементам, если кликнуть на тот или иной участок, то, соответственно, упрощает поиск и навигацию по данному видео. Как добавить данную функцию к вашему видео? Как уже говорилось ранее, автору приходится самостоятельно вручную прописывать все тайм-коды у себя в описании под видео. Есть одно условие. Тайм-код обязательно должен начинаться с метки 000. В дальнейшем вид описания данного тайм-кода, он не регламентирован. То есть после 000 можно писать что угодно и как угодно. Самое главное, чтобы начало было именно с нулевой отметки и заканчивался последней отметкой вашего видео. После того, как вот все описание вами будет прописано, все тайм-коды будут указаны, видео будет опубликовано, алгоритм YouTube автоматически разобьет ваше видео по эпизодам, проставит соответственные временные метки, описание, станет доступна навигация по всем этим эпизодам, станет доступно вот визуальное отображение этих эпизодов, этих глав на бегунке видео. Естественно, будет доступна навигация. По сути, вот на этом и все. Единственное, что сложность и заморочка, это то, что приходится все делать вручную. Соответственно, как поступают авторы в данном случае? То есть запускают свое видео на просмотр, уже готовое, смонтированное, в любом видеоплеере, перед публикацией видео и перед тем, как писать вот описание, они просматривают, отсматривают, записывают начало каждой главы, записывают временные метки, и вот так вот формируется описание тайм-кода. Да, муторно, да, время затратно и неудобно, но не зря же я начал работу над данным роликом. Те, кто досмотрит до конца, поймут, как просто все это сделать, используя видеоредактор DaVinci Resolve и некоторый сайтик. Ну а теперь поговорим давайте о самой функции. В чем ее плюсы, а в чем минусы? Ну, первый естественный и очевидный плюс – это то, что а, используя данную функцию в своих видео, мы помогаем и облегчаем зрителям ориентирование внутри нашего контента, внутри нашего видео. Ведь не секрет, что многие зрители пришли на наш канал, на наше видео
дабы посмотреть найти какой-то определенный кусочек, какой-то определенный момент с конкретной целью. Им не нравится смотреть длительное вступление или еще что-то, и тем самым мы вот получаем кучу негативных комментариев. Например, даже вот я получаю частенько такие комментарии. ам, вот Людям не лень зачастую писать огромные тексты в комментариях, дабы сказать, что вот все вот так вот затянуто, много воды. Э, Они не ленятся посчитать именно с какой минуты, с какой секунды начинается тот или иной конкретный участок, который им понадобился. Они это пропускают. Я называю их торопыгами. Они пропускают что-то, вырывая из контекста необходимый себе момент, кусочек, и зачастую где-то упускают что-то важное, что-то нужное. Ведь не зря автор, будь вот и я на своем канале или кто-то другой, не зря же он это записывал все, не зря же он подбирал материал и вот это все вот так вот рассказывал. Где-то что-то есть, какие-то подводные камни, нюансы, которые вот они пропускают. И у них возникают лишние дополнительные вопросы. Они говорят, вот ничего не помогло. А ведь оно бы, может быть, помогло, если бы все полностью внимательно просмотрели, прослушали. Ну, бог да с ними. Я лично сразу их отправляю такой функции YouTube, как ускоренный просмотр видео. Вот на экране показываю, ну, включите ускоренный, просмотрите в ускоренном режиме, да и, господи, боже ж мой. Но, тем не менее, используя главы, мы облегчаем им навигацию, и тем самым мы не теряем данного зрителя. Ведь если бы не было глав, человек бы зашел, так посмотрел, длительное вступление, и ушел бы искать а, автора, который делает коротенькие видео, наподобие, как это поступает в ТикТоке. Мы потеряли бы минуты просмотра. Да, мы и так теряем минуты просмотров, но меньше, чем это было бы в противном случае. Вот тут вот мы имеем плюс. Но одновременно это и минус. Согласитесь, если бы зритель раньше бы смотрел полностью наши видео, мы бы получили, ну, допустим, 15 минут просмотра с каждого человека. А так мы можем получить где-то 5 минут, допустим, просмотров. Но, с другой стороны, 5 минут лучше, чем 0 минут и 10 секунд всего лишь навсего. 10 секунд YouTube не монетизирует. И тем торопыгам скажу, почему большинство авторов делают ролики не менее 10 минут. Дело в том, что это выгодно как автору, так и самому Ютубу. Согласитесь, для чего автор делает видео? Ради, прежде всего, монетизации, чтобы заработать на этом. Да, донести какую-то мысль, чему-то вас обучить, да, возможно. Но любой автор прежде всего ставит своей целью заработать, получить монетизацию. YouTube лучше монетизирует видео, которые длятся 10 минут и дольше, потому что туда можно вставить больше рекламы. Соответственно, все стараемся мы делать от 10 минут и больше. Чем длиннее видео, тем больше рекламы, тем лучше монетизация. И сами алгоритмы YouTube лучше ранжируют такие видео. Ну а теперь, в чем еще дополнительные плюсы глав? Дело в том, что м, сам YouTube, он, он когда анализирует видео, он, соответственно, анализирует
и название, текстовое название видео, и само описание, а, и теги. Соответственно, теги проверяются как в названии, в описании. И вот эти вот тайм-коды, это как дополнительные теги, по сути дела. Потому что они проверяются и здесь, так как входят в описание, и в самом видео. И чем больше соотношений, вот этих вот совпадений, а, тегов в названии, в описании, в тайм-кодах, в самом видео, тем чаще, тем выше будет выдача этого видео, тем на более высоких позициях оно будет находиться. Вот в этом прелесть данного инструментария для авторов. Поэтому ну, не буду вас, как говорится, подталкивать пользоваться данным инструментом или не пользоваться. Это дело вашего выбора. Согласитесь, да, вроде бы как это лишнее время затраты, лишний вот это вот все геморрой, заново отсмотреть, выписать, включить в описание. Хотя мы получаем какое-то удобство и где-то однозначное прибавление в зрителях, в просмотрах. Но не все так страшно, как на самом деле может показаться. И вот тут мы как раз перейдем к тому, о чем, собственно говоря, я изначально и хотел рассказать. Ну что ж, вот мы и добрались до той самой обещанной вкусняшки, которую я обещал тем, кто досмотрит видео до самого конца. Ну или практически до самого конца. Не секрет, по крайней мере для меня и для многих авторов Ютуба, что многие в своей работе используют такой видеоредактор, как DaVinci Resolve. Так вот, работая в DaVinci Resolve, мы можем автоматизировать создание тайм-кодов внутри самой программы, основываясь на стандартном функционале DaVinci, таком как маркеры. Когда мы работаем с нашим роликом, естественно, мы его визуально делим на какие-то фрагменты, части. Собственно говоря, эти части, по сути дела, и являются теми главами, которые мы используем в Ютубе. На самой таймлинии мы выстраиваем все это в логическую цепочку. Вот, собственно говоря, идет наше вступление, интро. Дальше мы выставляем заставку нашего канала. Естественно, мы отделяем это для себя, для удобства, маркером. Если вот мы наведем на него, мы видим, что маркер имеет возможность подписать для собственного понимания. И вот эта вот подпись на маркере, она и будет тем самым описанием для главы тайм-кода. Вот видите, у меня все это также помечено маркерами. Все маркеры с описаниями. Как мы это делаем? Давайте вот перейдем на последнее, что я добавил сейчас. Так, найдем начало. Вот оно, начало. На таймлинию устанавливаем наш playhead. Выставили на начало нашего фрагмента, кусочка. Переходим вот на кнопочку «Маркеры». Нажимаем кнопку «М». Еще раз нажимаем кнопку «М». И у нас есть возможность ввести описание.
описание для этого маркера. Мы, собственно говоря, и напишем а, главы, как инструмент оптимизации. Нажимаем кнопку Done, то есть завершить вот. И у нас добавился новый маркер. Теперь, чтобы автоматизировать это все дело, мы, во-первых, делаем следующее. Мы находим здесь вот нашу тайм-линию, вызываем менюшку, переходим на строчку тайм-линии, экспорт, далее спускаемся Timeline Markers to EDL, нажимаем, выбираем, куда мы будем экспортировать это. Ну, я в папку с проектом скидываю в формате EDL. Сохраняем. Окей. Что теперь нам необходимо сделать? В описании к видео я скину ссылку на сайт. Этот сайт, собственно говоря, подготовлен Уильям Джастисом, и он работает как генератор глав для YouTube. Он работает именно с этими EDL-маркерами. Соответственно, мы берем наш маркер EDL, перетаскиваем сюда, и вот автоматически у нас уже создано описание нашего тайм-кода. Обратите внимание, генератор вот эту вот нулевую строчку 0000 вставляет автоматически. То есть в самом редакторе вам нет нужды ставить первый маркер. Иначе у вас получится вот здесь вот две нулевые линии. Соответственно, вы можете вот эту вот точку подредактировать сами вручную здесь. То есть написать, например, ну вот, что такое главы в Ютубе и их настройка. Примерно вот так вот. Ну или, может быть, просто сделать вступление, смотреть тем. Ну, если когда вот это вот мы все сделали, что нам остается? Нам остается только скопировать весь этот текст и вставить в наше описание. Генератор уже сделал все за нас и так, как необходимо YouTube. Все, больше ничего делать не нужно. Все тайм-коды выставлены, все описание есть в соответствии с тем, как у нас разбито маркерами на нашей тайм-линии. Как видите, все очень быстро, просто и аккуратно. Ничего лишнего мы не делаем. Мы делаем просто свою работу. Нам не нужно запускать видеоплеер, отдельно отсматривать наш материал, выписывать начало каждого эпизода, где он заканчивается, начало другого эпизода. Ничего лишнего, никаких лишних телодвижений. Просто делаем свою работу, выставляем, как нам нужно на таймлинии, маркируем, подписываем маркеры. Генератор делает все за нас. Ну, собственно говоря, на этом и все. Если вам видео было полезно,
Естественно, подписываемся на канал, кто еще не подписался. Ставим лайк, колокольчик не забываем, все дела. Пишем комментарии. И давайте сделаем все-таки этим видео, наберем последних 4 подписчиков до 1000. 996 человек сейчас подписчиков на канале. Давайте добьем до 1000. Сделаем мне и нашему каналу приятное. Небольшой такой вот юбилейчик организуем. А я с вами пока прощаюсь. До новых встреч. С вами был канал Секреты Ютубера.